Лето, июнь. Компания из 3 человек гуляет среди дубовых кипарисов, и в моменте они доходят до реки с черной от торфа водой и решают охладиться. Стоя по колено в воде, одна из девушек замечает пузырьки со дна и в шутку говорит: «А вдруг там аллигатор прячется?» Парень ныряет, проплывает это самое место, всплывает и разводит руками. Никого нет, все чисто, все смеются. И вот тут ситуация совсем перестает быть иронией, потому что аллигатор там действительно был. Всем привет! Сегодня разбираем случай, который на прошлой неделе облетел американские, а потом бразильские, мексиканские и даже европейские издания, потому что редко, когда случается, чтобы нападение речного хищника документировалось настолько подробно, вплоть до записи звонка в экстренные службы. Дело было в воскресенье, 28 июня 2026 года. Все произошло в Семинольском округе, к северу от Орландо, штат Флорида. Река называется Экон-Лакхачи, и местные ее зовут просто Экон. Одной из участниц этого происшествия была девушка по имени Британи Кларк, 31 года. Она оператор бульдозера в дорожной бригаде и, по рассказам друзей, человек компанейский и заводной. С ней на тропе в этот день идет ее парень Ченс Эллинсон, а также подруга Джейден Эрнандес. Маршрут проходит через государственный лес Литл Биг Экон. Жара стоит такая, что компания решает охладиться в реке, поэтому они сворачивают с главной тропы к съезду воды, который у местных называется Бар-стрит Трейлхед. Это одно из немногих мест в этом лесу, где к реке можно подойти пешком, а не только по воде. И именно здесь парень делает тот самый разведочный заплыв, о котором я сказал в начале. Для зрителей за пределами Америки поясню быстро, что это за практика. В южных штатах, где реки и озера кишат аллигаторами, у местных сложилась такая неофициальная привычка, что если возникает подозрение о том, что рядом может быть аллигатор, кто-то один быстро проплывает это место, высматривает рябь, бугры или любое движение под поверхностью. Официального протокола за этим нет, и спасатели такую проверку не рекомендуют. Это такое негласное правило речных купаний на юге страны. Логика у местных очень простая, люди купаются часто, и нападения при таком количестве случаются редко. Большинство особей стараются держаться от человека подальше, и в целом, если животное активно, то оно обычно выдает себя сразу. Но аллигатор также способен часами лежать на дне без единого движения, и заметить его в мутной, окрашенной торфом воде практически невозможно, даже если проплываешь прямо над ним. В общем, они посмеялись и забыли. И через пару минут хищник ударил без предупреждения. Тут стоит уточнить один момент, потому что в некоторых СМИ пишут, что все это время они плавали на глубине по плечи, а другие СМИ пишут, что стояли в воде по колено. Ничего не могу сказать более точно, на данный момент все формулировки крайне размыты. Время было около половины второго дня, животное схватило Британи сразу за обе руки, и аллигаторы бьют именно так, резко, без разгона, потому что у них нет выносливости на долгую погоню. Зато есть в избытке колоссальная сила укуса и взрывной бросок на короткой дистанции. Поэтому вся охота строится именно на внезапности, а не на преследовании. Дальше хищник включает фирменный прием, который называется вращением. Челюсти сжимаются намертво, и весь корпус начинает прокручиваться вокруг своей оси под водой. Смысл этого движения очень простой: оторвать кусок ткани и одновременно дезориентировать и утопить добычу, которая физически не понимает, где верх, а где низ, пока ее крутит. Для человека в подобной ситуации сопротивление практически бесполезно. Разорвать хватку руками просто нереально. И именно поэтому спасатели и биологи говорят одно и то же. Единственный шанс — это бить хищника по глазам или в ноздри, пока он не сфокусирован на захвате. Чен сцепился в аллигатора, пытаясь освободить руку Британи. И в какой-то момент, на секунду, ему удается высвободить одну руку. Но аллигатор тут же перехватывает ее в другом месте. Обоих в это время тащит течением прямо в глубину.
Когда хищник наконец разжал челюсть и ушел, Ченс вытащил Британи на берег и начал делать непрямой массаж сердца. А Джейден в это время звонила в 911. Место было в стороне от главной тропы, поэтому спасателям пришлось буквально продираться через кусты, и именно эта задержка, возможно, в итоге оказалась критической. Скорая до больницы ее не довезла, сердце девушки остановилось, к сожалению, еще в дороге. Ченс потом написал, что они никогда ни в каком страшном сне не представляли себе подобного исхода. После случившегося к месту выехали инспекторы Флоридской комиссии по дикой природе, полиция округа и нанятый охотник по отлову проблемных аллигаторов. Одну особь около 4 метров нашли прямо у места атаки, а вторую, примерно длиной 3,6 метра, обнаружили уже почти за километр оттуда. Обоих поймали и усыпили, а образцы ДНК отправили в лабораторию штата, чтобы установить, кто именно из этих двух атаковал. И на момент выхода этого материала результат этих исследований еще не объявлен. Дальше начинается самое интересное с точки зрения науки. Почему вообще это произошло? Представитель комиссии сразу объяснил этот момент. Конец брачного периода у аллигаторов приходится примерно на конец июня. И в это время самцы становятся предельно территориальными, охраняя границы своего участка просто от всего, что туда заходит. Плюс ко всему, во Флориде в те недели держалась сильная засуха. Уровень воды в реках заметно упал, а это значит, что хищники оказались ближе к берегам и местам, где обычно купаются люди. Складывается очень простая логичная цепочка. Меньше воды, выше плотность животных на единицу площади, плюс гормональный пик агрессии. Вероятность столкновения с человеком резко подскакивает, и именно в эти недели года. Ровно эта комбинация факторов и сложилась в день, когда пострадала Британи. И это не единичный случай. За 7 дней до и после этого нападения в Центральной Флориде зафиксировали еще как минимум 2 похожих инцидента. В одном из них аллигатор длиной около 2,6 метра укусил мальчика за руку во время рыбалки с отцом. А за неделю до этого мужчину, который плавал с маской и трубкой в парке Rainbow Springs, укусил аллигатор примерно в 160 километрах от того места, где не стало Британи. И 3 случая за неделю в одном регионе, 2 из них с разницей всего лишь сутки, сложно назвать каким-то совпадением, потому что на самом деле это прямое следствие всех факторов, о которых я только что сказал выше. Давайте посмотрим на эту статистику даже еще более шире. Комиссия ведет учет неспровоцированных укусов аллигаторов аж с 1948 года, и за почти 80 лет зафиксировано около 500 таких случаев. С летальным исходом до случая с Бритни насчитывало всего лишь 32 случая. То есть на выходе получаем в среднем один подобный исход раз в 2-3 года на весь штат с населением больше 22 миллионов человек. И с популяцией аллигаторов почти 1 300 000 особей. Шанс серьезно пострадать от аллигатора для отдельного жителя таким образом оценивается примерно в 1 на 3 миллиона. И это как раз тот случай, когда редкость происшествия не отменяет его развитие. И есть еще одна закономерность, которая будет нам очень интересна, и она заключается в размере. Чем крупнее животное, тем выше шанс, что встреча закончится летально. Самый большой аллигатор, который до этого случая официально стал причиной подобного исхода для человека, был длиной 4 метра и 17 сантиметров. Оба животных, изъятых после нападения на Британи, находятся почти на самом верху этой шкалы. Раз уж мы заговорили про рептилий, стоит закрыть еще один вопрос, который обычно путают. В заголовках часто пишут просто крокодил, хотя речь идет об аллигаторе. Но это абсолютно разные животные, потому что у аллигатора морда широкая и закругленная, а у крокодила узкая и заостренная. И у крокодила при закрытой пасти снаружи виден нижний зуб, а у аллигатора нет. И крокодилы в целом статически агрессивнее к человеку и обитают в соленой или солоноватой воде, а аллигаторы предпочитают пресную среду и обычно избегают человека первыми, если, конечно, их не спровоцировать или не застать врасплох.
Кстати, буквально за 2 дня до этой истории, вечером 26 июня на пляже Пуэрто-Варьярте в Мексике на 28-летнего парня напал крокодил длиной около 3,5 метров и утащил в океан. По сути, это та же ситуация про летнюю активность, просто в другом месте. Если вы смотрите этот канал давно, то наверняка помните мои разборы про нападение акул у берегов Австралии. И там я уже говорил про похожий парадокс восприятия риска. Люди боятся акул в открытом океане куда больше, чем аллигаторов в мелкой пресной речке. Хотя по чистой статистике именно пресноводные встречи с аллигаторами во Флориде происходят чаще, просто редко заканчиваются такими тяжелыми последствиями. Разница в том, что акулья атака почти всегда одиночная и случайная, а вот территориальность аллигаторов привязана к конкретному месту. И если одна крупная особь один раз обосновалась на конкретном участке реки, то вероятность повторной встречи именно там будет высокой еще очень долгое время. Официальная рекомендация комиссии Florida Fish and Wildlife звучит жестко и без иллюзий. Пресная вода есть во всех 67 округах штата, и в любом ее месте потенциально может находиться аллигатор. В завершении этой истории у меня к вам вопрос без всяких банальностей, типа «будьте осторожны на воде». Отец Британии Роберт Кларк уже публично сказал, что хочет от властей больше предупреждающих знаков в подобных местах и больше разрешений для самих охотников. Сама комиссия официально не признает, что популяция вышла из-под контроля. Но эта тема так или иначе каждый раз всплывает после каждого подобного случая. Так какой же выход? Напишите ваши версии в комментариях, обсудим. На этом все. Всего вам доброго, до следующих выпусков и пока.